Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Возник вопрос, будем его разбирать. Возник вопрос от Александра Суполова. Он спрашивает такой момент, что какие берутся коэффициенты по полотну в высоту, именно не по длине, ему по длине все понятно, а именно в высоту, какие берутся коэффициенты или что применяется. Как уже и говорилось, мы с вами рассматриваем вопрос средних значений рыболовных снастей, при которых в любом водоеме вы поймаете свою рыбу. Есть специфика, разность применения сада и какие-то моменты, отличающиеся от этих, но мы их рассматривать не будем, это уже специфика. Вам вполне этих средних значений хватит. Есть просто профессионально специализированные сети, и там уже готовятся те моменты, чтобы, скажем, больше поймать рыбы и в какие-то моменты. Как вот мне понравился комментарий Анатолия Кузнецова, да, что есть рыболовы, которые ловят рыбу, а есть рыболовы, когда всегда ловят рыбу. Так вот, мы будем рассматривать с вами именно такой момент средних значений, что рыболовы ловят рыбу. Потому что кто-то из вас любит заниматься, там, скажем, летней рыбалкой, ну кто-то любит и зимней, скажем, рыбалкой, заниматься рыболовством. Но мы будем рассматривать средние. Какие-то моменты по специфике профессиональных рыболовных сетей мы вам покажем. Частично мы вам их предоставим и покажем, и расскажем по разным подразновидностям даже рыбы в разных водоемах, будь это озеро, будь протока, будь течение. Мы постараемся поделиться с этими моментами, но не всеми. Значит, приступим, скажем, непосредственно по вопросам Александра. Значит, первый вопрос. Это значит простая снасть. Простая снасть. Как уже и говорилось, есть ролик, да? Значит, средние значения. Все средние значения, включая высоту рыболовных снастей, до 5 метров. Сверху 5 метров там немножко по-другому берется. Вам больше и не надо. Непосредственно то, что я уже говорил, любая рыболовная сеть, если она в жгуте собрана, имеет какую-то высоту, то в воде она становится меньше на 20%. В других случаях, при другом саде, она бывает или больше этого значения, или меньше этого значения. Мы рассматриваем, еще раз повторюсь, средние значения. То есть видеоролик есть про простую снасть. Простая снасть. Садовые значения по длине все даны. Независимо от этого, какое у вас будет полотно взято. Метр или 5 метров. Без разницы по высоте. Видеоролик есть, садовые значения есть. Простую рыболовную снасть мы разобрали. Второй момент. Ботовая снасть. Ботовая сеть. Ботовая снасть. Ботовая снасть. Центральное полотно частик. Непосредственно по частику берется в 1,5 раза выше, чем пряжа. В 1,5 раза по высоте выше частик относительно ряжи. То есть, если у вас ряж составляет, к примеру,
высота ряжи 2,0 метра, то частик вам необходимо взять 3 метра. Больше для ботовой сети необходимости нет, просто необходимости брать. Третье. Режовая сеть. У режовой сети есть люди путают, что такое ботовая сеть, загонная сеть и режовая трехстенная сеть. При режовой трехстенной сети мы еще не рассматривали садовые значения. Там совершенно берутся другие садовые значения при посадке режовых рыболовных сетей. Но сейчас мы рассматриваем высоту. Высота частика в режовых рыболовных сетях берется минимум в 2 раза больше. В 2 раза больше минимум. Это минимум значения. То есть, если высота у вас 2,0 по ряжам, то у вас частик должен браться 4 метра. Частик у вас берется 4 метра по высоте. Четвертое. Рамовая сеть. Рамовая сеть. Если вы готовите рамовую сеть, опять же, озвучусь, это средние значения. Если у вас рамовая сеть по высоте 3,0 метра, 3 метра, то непосредственно вы берете полотно, по высоте полотно. Это средние значения. Но также при других значениях и при лове рыбы карманы разбиваются по-разному на профессионально специализированных сетях. Они разбиваются, эти карманы, по-разному. Плюсом в эти же 3 метра, допустим, берется также по высоте полотно в 3 раза, 1 к 3, то есть 9 метров. 9 метров. И из 9 метров делается рамовая сеть 3-метровая по высоте. Имеет место быть. Или если вы берете под рыбу 1 к 2,5, то у вас непосредственно полотна необходимо вставить уже туда 7,5 метров в рамовую сеть. Пятое. Сеть плывун. Сеть плывун. Здесь разновидность этих сетей очень большая. Очень большая. И здесь они бывают, как я уже говорил, сети плывун. Они бывают одностенные сети плывун. Разность там сада совершенно разная, для разных районов, для разных мест обитания, для разных рек совершенно все разное берется. Бывают как они двухстенные. Двухстенные сети бывают как сплавные, так и просто протяжные. Также используют сети, допустим, был вопрос, там, можно ли использовать 2 полотна. Можно, но в этом значении берется поменьше величина второго полотна. Оно берется немного меньше и применяется в качестве, уже можно сказать, бредня. Протаскивают на реках, в водоемах, как бредень уже его тащат с 2 сторон. Здесь по плывунам очень большая разновидность. Как они бывают двухстенные с одинаковой высотой, также они бывают двухстенные с разной высотой. Также бывают трехстенные, подобие что ботовым сетям, подобие что ряжевым сетям. Бывают также трехстенные с разной ячейностью, то есть 3 стены вообще. Абсолютно и такие сети есть плывуны. То есть разнообразие их большое, и здесь уже по плавунам непосредственно, тут каждый плавун рассматривается в отдельности. Даже вот с 3-3 ячейностей, там непосредственно берется высота, вся разная высота этих полотен. Абсолютно вся разная высота полотен. Вроде как по средним значениям я все рассказал. Не знаю, что еще здесь добавить, скажем, по средним значениям, чтобы вы не путались и
скажем, не загонять вас в тупик и не было других каких-то лишних вопросов. Какие-то сети под какую-то разновидность рыбы мы вам еще раз, я сказал, продемонстрируем, да. Но на всю породу рыбы, ну, это очень много надо времени, чтобы рассказать в отдельности про каждую породу рыбы, про каждый район, про каждое место обитания. То есть это очень большая информация. Средние значения я вам дал по всем. По высоте, ну вот рассмотрели мы по высоте с вами момент. Спасибо за внимание. Хорошего дня.